Утром 20 декабря 1825 года Николай I собрал в Зимнем дворце дипломатический корпус. Он считал нужным гласно объяснить происходящее. Я хочу, чтобы Европа узнала истину о событиях 14 декабря. Ничего не будет утаено. Неожиданная кончина императора послужила лишь предлогом, но не причиной восстания. Это не военный бунт, а обширный заговор, корни которого уходят к 1815 году, когда несколько офицеров прониклись революционными учениями. К несчастью, в деле замешано множество благородных семейств. Таковы были предварительные итоги следствия. Но никто из государственных мужей пока не догадывался, что еще им предстоит узнать. На следующее утро после восстания уже заштукатуривали пробитые пулями стены Сената, вставляли рамы в окнах частных домов по Галерной улице. Дворники засыпали снегом кровавые пятна. Накануне 14 декабря должна была состояться присяга новому императору Николаю I. Однако часть гвардии отказалась присягать, было применено оружие. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади погибли 1271 человек. Главным образом из зевак. Военные потери составили 1 генерал, 18 офицеров, 282 солдата. Гражданские – 970 человек. Всю ночь в городе горели костры. По улицам разъезжали патрули, дворец был окружен войсками. Разбирательство началось по горячим следам, буквально в ночь с 14 на 15. Одним из наиболее доверенных следователей оказался генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, герой войны 1812 года. Еще за 4 года до восстания он предупреждал прежнего императора Александра I о том, что в гвардии действуют заговорщики. Тогда император не придал донесению особого значения. Вскоре после смерти Александра эта беспечность приведет к восстанию на Сенатской площади. И если в первые дни после случившегося следствие пыталось понять, что произошло, то теперь вставал новый вопрос. Почему это произошло? Почему стало возможным? Олли спускалась по лестнице, названия которой не знала. Перелезать со ступени на ступень, не держась за перила, в 4 года трудно. Олли бы присела, но ее учили, что девочка не должна сидеть на холодном. Особенно, если эта девочка великая княжна. Как ей удалось удрать? Она не понимала. Просто пошла в полуоткрытую дверь. Царевне было невдомек, что уже поднялся визг и топот, что на поиски отправлена целая флотилия юбок. Девочка очень хорошо запомнила тот декабрьский день. На улице бегали и кричали. Ближе к вечеру появился очень бледный отец, который говорил с мамой хриплым голосом. А потом маме стало плохо. Мама. За ней-то Олли и шла. За всю зиму детей лишь дважды водили проведать больную мать. Их по очереди поднимали и подносили к губам, которые почти не шевелились. Отца дети тоже подолгу не видели. На все вопросы им коротко отвечали, что папа занят. Очень занят. И Оля не обижалась. Она догадывалась, что речь идет о каком-то важном и секретном деле, о котором ей не полагается знать.
Признания подследственных сразу выводили на кровавый след. Кандидатов в цареубийцы было немало. Условием для отбора было полное и безотказное подчинение руководителю общества, председателю директории Пестелю. А ну-ка, ну-ка. Повязку одеть. Павел Пестель, от роду 32 лет, полковник, командир Вятского пехотного полка. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Был тяжело ранен в Бородинском сражении. Награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». Организатор и глава Южного тайного общества. Часть заговорщиков в Петербурге подчинялась именно ему и потому не выступила 14 декабря. Некоторые офицеры в тот роковой день действовали на стороне правительства против северян, не получив от Пестеля приказа примкнуть к восставшим. Пестеля успели арестовать за день до событий на Сенатской. Полковника привезли в столицу тайно и содержали отдельно от остальных. Согласно полученным накануне документам, Пестель был одной из ключевых фигур заговора. За 2 месяца до восстания Пестель направил в Петербург своего помощника, чтобы тот договорился с Северным обществом объединить усилия и выступить против власти совместно. Но северяне отвергли этот план и решили действовать самостоятельно. Еще спустя месяц член Южного общества капитан Аркадий Майборода, увлеченный в краже полковых денег, пытаясь спастись от правосудия, написал донос на своего командира Павла Пестеля, в котором сообщил о революционной деятельности полковника. Узнав о доносе, Пестель решил сдаться властям. Он написал набросок своей покаянной речи императору Александру. Но узнав о внезапной смерти государя, резко поменял план. Пестель собрал экстренное совещание, на котором решил немедленно организовать выступление. Но за Пестелем с целью ареста уже был направлен конвой. Спустя несколько дней полковник получил предписание срочно выехать на главную квартиру полка. Понимая, что там его ждет арест, Пестель сжег все компрометирующие документы. Все, кроме «Русской правды». Он запечатал рукопись в клеенку, сделал на ней надпись логарифмы, сверток поместил в сундук и передал товарищам, чтобы те надежно запрятали документ. Вечером 13 декабря по пути в Тульчин Пестель был арестован. Его заковали в кандалы и отправили в Петербург. При обыске у полковника нашли яд. Все это время соратники Пестеля пытались решить судьбу «Русской правды» – спрятать или уничтожить. В конечном итоге документы были закопаны в поле, неподалеку от селения Кирсановка. Первый допрос Пестеля не удался. Арестант говорил резко и отрицал свою причастность к делу, поскольку все компрометирующие его бумаги, как ему казалось, были уничтожены. Но уже на втором допросе Пестель повел себя гораздо откровеннее. Доказано, что пыток подследственным не применялось. Хотя среди заключенных ходил слух, будто именно Пестеля пытали, сжимая его голову в тисках, отчего у него на лбу якобы остались красные полосы. Слух оказался ложным. А изменение поведения Пестеля было связано с надеждой на помилование. Одновременно со следствием по тайному делу Пестелю предстояло другое разбирательство о растратах казенных денег. Будучи командиром Вятского полка и получая жалование 3000 рублей в год, Пестель платил колоссальные долги отца, бывшего сибирского губернатора, обвиненного в казнократстве. Сам Пестель вел крайне скромную, даже стесненную жизнь, но участвовал в крупных махинациях. Например, получив для своего полка обмундирование с 2 складов одновременно, он обменял 1 комплект на деньги. Одна только эта афера позволила выручить Пестелю 60 000 рублей, около 70 миллионов на современные деньги. Все средства пошли на нужды тайного общества. В
Петербурге многие знатные мятежники были пайщиками российско-американской компании, которую возглавлял Мордвинов. Государственная казна направляла через эту компанию средства на развитие Аляски. Официально компания торговала морским бобром, льдом, моржовым усом, тюленей костью и прочим. Но эти доходы были ничтожны. Основной же статьей была продажа казенных ссуд. Среди пайщиков были самые влиятельные люди, от купцов первой гильдии до сената, совета и даже родственников августейшей фамилии. Часть заемных денег пайщики делили между собой. В доме главы компании Мордвинова, где жил Ирылеев, часто собирались заговорщики. У следствия сам собой возникал вопрос, а не пытались ли должники путем заговора расправиться с кредитором, то есть самодержавным государством. Товарищи не любили Пестеля. Считали его скрытным и обвиняли в стремлении играть роль Бонапарта в грядущей революции. Однако на ту же роль претендовали и другие заговорщики, а кроме них наиболее заметные военные деятели. Пестель предвидел эту угрозу и считал нужным обезопасить себя от соперников. Установил слежку за многими членами Южного общества. Приказал Сергею Волконскому вскрывать письма, приходившие в штаб Второй армии. Поощрял взаимное доносительство. Неудивительно, что сам он пал жертвой доноса. Однажды, еще на заре революционной деятельности, судьба свела Пестеля с 80-летним графом Палиным, организатором дворцового переворота и убийства императора Павла. Пестель весьма приглянулся престарелому графу, и старик дал дружеский совет. Слушайте, молодой человек, если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что если вас 12, то 12-й неизменно будет предателем. У меня есть опыт. На очной ставке с полковником его бывший товарищ Александр Поджо показал, что в сентябре 1824 года Пестель заявил о необходимости истребить всю императорскую фамилию. Он перечислял будущих жертв, загибая пальцы. Ольга Николаевна. Весь женский пол. Так этому и конца не будет. Господа, надобно покуситься и на тех, кто за границей. Для реализации этого плана нужны были исполнители, способные убивать членов императорской семьи. Эти предполагаемые убийцы входили в так называемую обреченную когорту, то есть в число заговорщиков, которые должны были пожертвовать собой и убить в первую очередь императора. Далее новое республиканское правительство должно было арестовать цареубийц и казнить их, чтобы снять с себя всякие подозрения. Эту обреченную когорту набирал лично Пестель. Ради чего же предполагалось пожертвовать и императорской фамилией, и, как вскоре обнаружилось, многими другими людьми? «Русская правда» и «Конституция», вышедшие из-под пера заговорщиков, открывали их основные цели. У Северного и Южного общества были свои программные документы, в которых описывались все действия нового правительства по переустройству политической системы в России. Южное общество руководствовалось «Русской правдой» Пестеля, Северное – Конституцией Муравьева. Документы, а как следствие и планы революционеров, во многом были не согласованы друг с другом. Оба труда не были даже закончены. «Русская правда» Пестеля предполагала выселение всех кавказских народов в Сибирь, а 2 миллиона евреев под конвоем должны были отправиться в земли Палестины. Столицу Российской империи предполагалось перенести в Нижний Новгород и переименовать его во Владимир, опираясь на героическое прошлое России. Новое правительство планировало объявить революционную войну всем соседним государствам, а внутри самой страны создать военизированный корпус численностью 50 тысяч человек, чтобы понуждать население исполнять приказы новых властей. Предполагаемая Пестелем тайная полиция в 10 раз превышала размер жандармского корпуса, который будет создан Бенкендорфом.
Кроме того, планировалось объявить в России десятилетнюю военную диктатуру для укрепления нового порядка. На роль диктатора претендовал сам Пестель. Но главным пунктом в обоих документах был вопрос о крепостном праве. В России того времени 84% населения были крепостными. Больше нигде в Европе крепостного права не было. После войны с Наполеоном и заграничного похода русской армии у многих сам собой вставал вопрос, почему дома дело обстоит иначе. Образованных современников ужасало, что один человек владеет другим, может его продать, обменять, подарить, наказать. О необходимости реформы думали как члены тайных обществ, так и те, кто им противостоял. Однако методы решения были разными. Заговорщики считали, что после победы революции все сословия будут отменены, следовательно, и крепостное право тоже. Однако, как обустроить дальнейшую жизнь крестьян? Кто станет владельцем земли? Вопрос выглядел простым только на бумаге. Члены Северного общества после планируемой отмены крепостного права почти ничего не хотели отдавать крестьянам из имущества. Рядовой крестьянин мог рассчитывать только на 2 десятины земли при положенных 15. Столичные заговорщики старались поскорее захватить власть и отпустить крепостных практически без собственности на землю. Иными были взгляды Южного общества. Русская правда Павла Пестеля предлагала разделить землю на 2 половины – частную, в руках у помещиков, и общественную, принадлежащую государству. Чтобы пополнить фонд общественных земель, предусматривалась насильственная конфискация имений. Общественной землей наделялись крестьяне. Эти участки нельзя было продавать, покупать или закладывать. Кроме того, для крестьян предусматривались общественные работы. Земельные проекты членов тайных обществ не были согласованы друг с другом. В случае победы восстания вопрос о крепостном праве оставался одним из самых острых для революционного правительства. Разрозненные и неутвержденные планы заговорщиков выглядели настолько несбыточными и жестокими, что следствие не воспринимало их всерьез. С русской реальностью начала XIX века они никак не сочетались. Ни одно из обществ до конца не осмыслило и не сформулировало идею крестьянской реформы. Тем не менее, декабристы многие годы оставались в общественном сознании борцами за свободу крестьян. Куранты на башне Петропавловского собора каждый час дня и ночи вызванивали английский гимн «Боже, храни короля». Содержание арестованных трудно было назвать в полной мере тюремным. По воспоминаниям барона Розена, Оболенский пополнел в крепости и получил розовые щеки. Полковник Поджио жаловался, что ему в камере к обеду со щами, кашей и телятиной подавали черный солдатский хлеб, а не полагавшуюся дворянину белую булку. Ее оставляли на полдник. Майору Лореру в каземат доставляли корзины с апельсинами. Нева была покрыта лодками, родные подъезжали, отдавали арестантам записки и разную провизию. Бестужев-Рюмин начал со словарем заниматься русским языком и обращался к следствию с просьбой. Благоволите разрешить мне отвечать по-французски, потому что я к стыду своему должен признаться, что более привык к этому языку, чем к русскому. Извольте отобедать. Камеры были небольшими – 6 шагов в длину и 4 в ширину, что приблизительно равнялось 10-12 квадратным метрам. Дверные замки были устроены так, что открывались бесшумно. Коридоры были устланы войлочными коврами. Караульные ходили в валенных башмаках. Все это, чтобы не потревожить покой заключенного. Ежедневно в помещениях мыли полы и проветривали. Арестанты снабжались чистым постельным бельем. Было приказано для умаления у содержащихся неразлучной с их положением скуки снабжать книгами из библиотеки, умножая оную покупкой новых. День арестанта начинался около 9 часов утра.
Через 10 минут в камеру входил персонал. Один из сторожей подавал умываться, другие убирали помещение. Затем приносили чайник, 3 куска сахара и белую булку на завтрак. Но даже такое заключение стало для некоторых арестантов страшным испытанием. За время нахождения в крепости многие узники утратили психическое равновесие. Юного мичмана Дивова преследовали кошмары. Каждую ночь он видел один и тот же сон, будто стреляет в императора. Иван Анненков покушался на самоубийство. Петр Свистунов пытался отравиться, наглотавшись медных пуговиц. Вечером 18 января часовые услыхали стон в каземате. Они открыли дверь и увидели на полу Александра Булатова с размозженной головой. Вероятно, он пытался покончить с собой, разбив голову о стену. Александр Булатов, от роду 29 лет, полковник. Получил образование в первом кадетском корпусе вместе с Рылеевым. Участник войны 1812 года и заграничного похода русской армии. В Петербурге Булатов появился за несколько дней до восстания, а был принят в общество за 4 дня, то есть толком и не успев понять, во что увязывается. Бывший товарищ по кадетскому корпусу Кондратий Рылеев быстро завербовал Булатова, назначив его заместителем Трубецкого и наметив в цареубийцы. Булатов привлекал заговорщиков своим положением и званием полковника. Старших офицеров во главе заговора явно не хватало. Булатов сдался властям вечером 14-го, в день восстания. Явившись к коменданту Зимнего, он доложил о своем участии в заговоре, о своих невыполненных намерениях и отдал шпагу. А на другой день состоялась его встреча с императором. Булатов признался, что накануне он 2 часа стоял в нескольких шагах от императора с заряженными пистолетами и с твердым намерением убить государя. Но всякий раз, когда хватался за пистолет, сердце отказывало ему. Булатов отчаянно переживал о своем участии в тайном обществе и о намерении убить государя. Обращаясь к великому князю Михаилу Павловичу, он писал, что сам себя осудил на смерть. А через 5 дней и спросил у Николая смертный приговор. Булатов отказался от пищи, чтобы уморить себя голодом. Он умер в госпитале на следующий день, после того, как был найден на полу в камере. Несчастного Булатова на квартиру к Рылееву привел его товарищ Александр Якубович. С Булатова взяли слово пожертвовать собой, убив тирана. Смертельно больной, он страдал адскими мигренями и почти радовался, что его кончина принесет пользу. Следя за общим разговором, бедняга время от времени восклицал: Господа, ну где же свобода Отечества? Я вижу одну перемену в правителях. Вместо государя вы хотите иметь диктатора? Его никто не слушал. Надо нанести удар. Предложил Рылеев. А там общее замешательство подаст случай к действию. Успех революции в ее дерзости. Каховский зачитывал фрагменты из книжки про французскую революцию. Только мгновенный успех оправдывает государственный переворот. В противном случае произойдет резня. Пущин возражал. Начать восстание сейчас значит погибнуть самому и понапрасну погубить других. Бестужев готов был спорить с ним. Гибель за Отечество позволит, подобно снаряду, прорваться в историю. Чтобы положить конец общим несогласиям, Рылеев, Оболенский и Каховский решили провозгласить Сергея Трубецкого диктатором. Остальные легко с этим согласились, хотя сам князь пребывал в глубоких сомнениях относительно своих полномочий. Умереть за свободу почетно, готов и я на это.
Однако не попытаться ли обойтись без кровопролития? Александр Адоевский вдруг восторженно воскликнул. Умрем. Ах, как славно мы умрем! Наконец Якубович предложил начать громить кабаки и воспользоваться общей неразберихой. Булатов допытывался у него. Как вам кажется, хорошо ли они все обдумали? Довольно ли у них сил? Якубович отвечал. Не вижу ни того, ни другого. Для меня они все подозрительны. Именно Булатов высказал мысль, которая мучила многих. Если завтра откроется, что в действиях нет истинной пользы, мы не примкнем к делу. Намекая на бедность и незнатное происхождение Каховского, Рылеев произнес. Любезный друг, ты сир на сей земле. Должен жертвовать собой для общества. Убей императора. Услышав согласие, многие бросились обнимать Каховского. От Рылеева разошлись поздней ночью. Все были взволнованы. План был принят единодушно. Однако при всех его достоинствах ни одно из составных звеньев этого плана не было оформлено в виде приказа. Не были четко расписаны действия членов заговора. И план посыпался. Уже через 3 часа первым договоренности нарушил Каховский. Он отказался стрелять в царя. Потом по очереди Трубецкой, Булатов, Якубович, Пущин и другие. И так на протяжении всего дня. Почти ни один не выполнил возложенных на него обязательств. Шаг за шагом восстанавливая события 14 декабря, Бенкендорф все яснее понимал, почему план заговорщиков провалился. 14 декабря, 6 часов утра. На квартиру Рылеева приходит записка от Каховского. Он сообщает, что передумал стрелять в императора. Спустя четверть часа Якубович сообщает о том, что не поведет гвардейский экипаж. По его словам, это дело несбыточное и без крови не обойдется. 7 часов ровно. Заговорщики ждут Булатова, однако он так и не приходит. Тогда поднимать гренадерский полк, вместо него отправляют Каховского. 9 утра. Пропавший Булатов наконец объявляется на квартире Рылеева и заявляет, что если на стороне восстания будет мало войск, то он себя марать не станет. Рылеев в раздражении бросает: «Вы только маска революционера». 10 утра. Бесследно пропадает Александр Адоевский. В течение дня он так и не появится на площади. 10:40. Увидев из окна своей квартиры, как мятежный московский полк шагает по Гороховой, Якубович выбегает на улицу и, как старший по чину, принимает командование от Михаила Бестужева. 11 часов ровно. Оказавшись на Сенатской, Якубович видит, что восстание не поддержано остальными полками и незаметно покидает площадь. По пути домой он случайно встречает Рылеева и Пущина. Сообщает им, что вывел московский полк на Сенатскую, но резкий приступ головной боли вынудил его вернуться домой. 11:30. Дома Рылеев надевает солдатский подсумок и спешит к месту восстания, где сливается с толпой рядовых, которые по-прежнему мерзнут в ожидании команды. 13:00. Не выдержав неизвестности, Рылеев бросается в находившийся поблизости дом Лавалей, где живет Трубецкой, но там его не находит. Сам Трубецкой в это время скрывается в канцелярии главного штаба. Булатов также прогуливается рядом с Сенатской, он ожидает поворота событий и пытается собраться с мыслями. 14:30. Якубович снова на Сенатской. С пистолетом в кармане он пробирается сквозь императорскую свиту, но вместо того, чтобы совершить цареубийство, обращается к Николаю и показывает в сторону восставших. «Я был с ними, но, услыхав, что они за Константина, бросил и явился к вам». Якубович возвращается в каре мятежников. Его появление солдаты встречают аплодисментами. Тогда Якубовичу приходится врать, что император якобы сильно напуган, и призывать восставших стоять до конца. В это же время Булатов находится неподалеку от Николая, следит за каждым его шагом, но так и не осмеливается выстрелить в императора. 15 часов. Сенатская площадь. Вместо пропавшего Трубецкого диктатором назначается Евгений Оболенский. Но время уже упущено. Инициатива
ушла из рук восставших. В конце дня снова собрались у Рылеева. С удивлением обнаружилось, что ни один из бывших под огнем 30 декабристов не был ни убит, ни даже ранен. Рылеев сжег все компрометирующие документы, оставив лишь одну пачку листов. Он сложил их в папку и туго перевязал веревкой. Это были неизданные стихи. Собравшиеся договорились о том, как вести себя на следствии. А после того Рылеев послал эмиссара на юг, во Вторую армию, где действовали еще более радикальные заговорщики. Рылеев сообщил южанам о поражении в Петербурге, однако маховик восстания уже был запущен. Подполковник Черниговского полка Сергей Муравьев-Апостол решил действовать. Его поддерживал товарищ, подпоручик Полтавского пехотного полка Михаил Бестужев-Рюмин. Сергей Муравьев-Апостол, от роду 29 лет, подполковник, сын сенатора, начал службу в Семеновском полку, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, один из лидеров Южного общества. Михаил Бестужев-Рюмин, от роду 24 лет, один из руководителей Южного общества, вместе с другом возглавил восстание Черниговского полка. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин решили начать собственное восстание. Они разослали в соседние полки письма с просьбой поддержать их и направиться на обе столицы. Но ни одно из подразделений не поддержало их призыв. Оставалось рассчитывать только на собственный Черниговский полк. Вечером 31 декабря восставшие остановились в селе на ночлег для встречи Нового года. Эта остановка окончательно разложила полк. Солдаты, вышедшие из повиновения властям, перестали слушать и своих революционных офицеров. В новогоднюю ночь солдаты начали грабить селян, опустошать питейные заведения. Прокатилась волна погромов и изнасилований. В одном из домов пьяные солдаты устроили танцы с телом покойного старика. Началось массовое дезертирство. Уже через 2 дня правительственные войска начали штурм мятежного полка. При первом же пушечном залпе солдаты встали на колени. Раненый в голову Муравьев-Апостол бросился к своей лошади. Но пехотинец вонзил штык в брюхо лошади и в ярости крикнул Муравьеву: «Вы нам наварили каши, кушайте с нами!» Черниговцы окружили Муравьева. Ему не оставалось другого выхода, как сдаться властям. Муравьеву, как офицеру, нарушившему присягу, по военному уставу грозила высшая мера наказания. Перед казнью подполковника настигло еще одно страшное известие. Его отец, сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, проклял своего сына и позаботился о том, чтобы это довели до его сведения. Отец другого смертника, Михаила Бестужева-Рюмина, узнав о казни сына, произнес: «Собаки, собачья смерть». Для смертной казни были все законные основания. Согласно уставу, кадровый военный, вышедший с оружием в руках против государственной власти, приговаривался к расстрелу. Молодой император тоже поначалу склонялся к строгости, но Бенкендорф изменил его отношение к делу. Скорая смерть части заговорщиков оборвала бы нити следствия. Не позволило бы многое понять ни об иностранном следе, ни об участии самой императорской семьи в событиях, ни о наиболее известных государственных мужах, имена которых звучали на допросах. Все эти аспекты расследования ушли в так называемое секретное дело производства. Многие фамилии не упоминались открыто, но о них неизменно спрашивали у арестантов. Разговор наш останется тайной для всего света.
Помните, что вы находитесь между жизнью и смертью. Не могу же я клеветать на кого бы то ни было. Бенкендорф очень вежливо, но настойчиво добивался от Трубецкого сведений о виднейшем либерале Михаиле Спиранском. Во время следствия над членами тайных обществ Спиранский находился в шаге от ареста, хотя лично импонировал императору. Он даже составил на основе черновика Николая манифест о вступлении на престол. Тем не менее, на Спиранского показывали сначала рядовые члены общества, затем и Рылеев, Трубецкой, Каховский. Чем ниже стоял заговорщик и чем меньше ему было известно, тем увереннее он произносил: Мордвинов, Спиранский и Ермолов – наши. Именами высокопоставленных лиц в заговор вовлекали рядовых участников. Накануне выступления Рылеев пришел к Спиранскому домой и пригласил во Временное правительство. На что старый чиновник ответил: «Вы сначала победите, тогда все будут за вас». Кроме того, Спиранский был высокопоставленным членом масонских лож. Не менее двусмысленным было и поведение великого князя Константина в дни Междуцарствия. Имелись нити, уводившие к его матери вдовствующей императрице Марии Федоровне, к супруге покойного Александра I, императрице Елизавете Алексеевне, которую некоторые заговорщики планировали формально посадить на престол с титулом матери освобожденного Отечества. Нити вели к храброму генерал-губернатору Милорадовичу, а также к высокопоставленным пайщикам российско-американской компании. Всего этого император предпочел не сообщать публично. Зато донес до сведения европейских послов другое важное открытие, сделанное в ходе следствия. Оказывается, по первоначальному замыслу декабристов, восстание должно было вспыхнуть 12 марта 26 года, в годовщину вступления Александра I на престол. Далее выяснилось, что каждый заговорщик носил железное кольцо с выгравированным на нем числом 71. Оно представляло сумму дней, предшествовавших намеченному бунту, начиная с Нового года: 31 день января, 28 дней февраля и 12 первых дней марта. Скоропостижная смерть Александра заставила участников тайных обществ изменить этот план. Александра Федоровна закрыла глаза и собралась с духом. В ту далекую декабрьскую ночь после восстания она в страхе за жизнь, свою, детей, мужа бросилась в придворную церковь. Пыталась успокоиться в молитве, но пережитое волнение было так велико, что с тех пор ее лицо надолго исказил нервный тик. Она начала терять вес, таяла на глазах. В январе она пошла на поправку, даже появлялась в свете, грациозная, как всегда, только чуть легче, невесомее. Муж и свекровь надеялись, что декабрьский ужас миновал стороной, не затронув новую жизнь, которая росла внутри нее. Ее оберегли от волнений. Не помогло. Об этом выкидыше не стали сообщать даже близким. Просто ее величество больна. Хватит горя. Молодая императрица перенесла всю тяжесть своего тела на ноги. Голова кружилась. Ей запретили вставать, но лежать было невозможно. Муж не появлялся неделю. Да, у Никса много работы, он страшно занят в следственном комитете. Но нужна ли она ему теперь? И дети. К ней перестали водить малышей. На кого она стала похожа? Оказывается, расстояние в 10 шагов самое длинное на свете. А цель всех усилий — вот она, над камином. Императрица вздрогнула. Чужая, увядшая дама в зеркале смотрела на нее в упор.
Спустя полгода после восстания, 1 июня 1826 года, император известил подданных о создании Верховного уголовного суда, которому предстояло вынести свое решение. Дело о декабристах можно было решить в 24 часа без помощи ученых-правоведов. Однако император хотел именно суда. Документы готовил Спиранский, поэтому с юридической точки зрения к ним не могло быть претензий. Суд и казнь давали ясно понять, что дворян, поднявших руку на власть, будут судить по тем же законам, что и остальных подданных. Но заговорщики не были готовы встать на одну доску с простонародьем. Были люди, уповавшие на полное помилование. Князь Трубецкой, например, надеялся даже на восстановление в прежних званиях и должностях. На следствии он во всем обвинял Рылеева и Пестеля, что во многом определило их участь. А себя обвинял лишь в том, что вовремя не обличил государственных преступников. Сам Трубецкой смертной казни избежал, хотя у него, как руководителя военного восстания, были все шансы оказаться шестым повешенным. Многие из главных участников так до конца и не осознали серьезность случившегося. В имевшейся юридической системе для мятежников была лишь одна надежда на спасение – милость императора. По решению Верховного уголовного суда 112 человек были лишены всех прав дворянского состояния. 99 сосланы в Сибирь. Из них 36 на каторгу. 9 офицеров разжалованы в солдаты. К смертной казни приговорены 36 человек. 31 через отсечение головы и 5 через четвертование. Отсечение головы император заменил каторгой, каторгу ссылкой, ссылку разжалованием в солдаты и отправкой на Кавказ. Четвертование – повешением. Но список 5 приговоренных к смертной казни остался прежним. Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский. Церемониал разжалования и казни Николай установил в специальной записке. В Кронверке занять караул. Войскам быть в 3 часа. Чтобы ничего не пропустить, окрестные жители начали сходиться еще с вечера. Сначала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамен. Из крепости выводили тех, кому предстояло подвергнуться позорной процедуре разжалования. Когда все будет на месте, то командовать на караул и пробить одно колено похода. Потом господам генералам прочесть приговор. Вместо раскаяния в глазах осужденных читалось мрачное равнодушие. После чего пробить второе колено похода и командовать на плечо. Тогда профосам сорвать мундир, кресты и переломить шпаги, что потом и бросить в приготовленный костер. Некоторые клинки сгибали так низко над головами, что по лицам осужденных текла кровь из рассеченной кожи. Взвести присужденных к смерти на вал, при коих быть священнику с крестом. Увидев виселицу, Пестель брезгливо поморщился и переглянулся с остальными. Он до последнего надеялся, что их расстреляют, ведь смерть в петле считалась постыдной. Пестель и Бестужев умерли сразу. Веревки на остальных не выдержали тяжести кандалов. Окончания казни пришлось ждать еще около часа, пока достали новые веревки, пока приладили их к виселице. После чего зайти по отделениям направо и пройти мимо, и распустить по домам. Через 2 часа тела сняли и отнесли в Троицкую церковь для отпевания. Хоронили заговорщиков в тайне, и точное место их погребения до сих пор неизвестно. Как это часто бывает в России, трагическое и смешное сплелись воедино. Когда осужденных на каторгу готовились отправить в Сибирь, пришел приказ кандалы и цепи не заклепывать, а запирать на замки. Конвоирам пришлось отправиться в ближайшие мелочные лавки.
нашлись только миниатюрные замочки с размещенными на них легкомысленными надписями. Декабрист Дмитрий Завалишин с удивлением обнаружил на одном из замочков слова «Кого люблю, тому дарю». А Николаю Бестужеву досталась надпись «Мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь». Ссыльно-каторжные проедут 6800 верст, что займет больше 2 месяцев. Они направятся по Ярославскому тракту – Рыбинск, Ярославль, Кострома, Вятка. Далее путь пройдет через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Красноярск. В Иркутске местное начальство устроит декабристам радушный прием и направит на легкие работы в Читу. Уже 22 августа 1826 года Николай издаст манифест, согласно которому для осужденных на вечные работы срок каторги сокращается до 20 лет. Тем временем, следом за мужьями в Сибирь, получив личное разрешение императора, отправятся 11 жен декабристов, а вместе с ними 8 сестер и матерей. Еще через 4 года семейным заключенным разрешат жить в отдельных квартирах вместе с женами. Каторжники будут читать друг другу лекции, устраивать вечера и концерты. У Сергея и Екатерины Трубецких родится 4 детей. В 1835 году император снова уменьшит каторжный срок. Спустя 4 года, когда он закончится, большинство декабристов останутся в Сибири и найдут себе гражданское занятие. Поэт Александр Адоевский отправится рядовым на Кавказскую войну. Александр Муравьев, основатель Союза спасения, сделает государственную карьеру и закончит свои дни в звании сенатора. Печально сложится судьба Александра Якубовича. Он будет долго страдать от головных болей, сопровождающихся припадками безумия, пока енисейский губернатор не распорядится о его перемещении в больницу. Якубович скончается там на следующий день. В 1856 году новый император Александр II объявит амнистию. Только несколько бывших заговорщиков воспользуются правом покинуть Сибирь. Среди них Волконский, Трубецкой, Пущин и Оболенский. Многие из образованных кругов общества встретят их как героев. Культ декабристов продлится до советского времени. От обилия открывавшихся подробностей голова молодого императора шла кругом. Он заметил, что в нем усиливается подозрительность по отношению даже к самым близким людям. Это страшно тяготило Николая. Человек добродушный по природе, он чувствовал, что погружается все глубже в хитросплетение заговора, начинает изменять самому себе. Нет, дальше так продолжаться не могло. Надо было остановиться и смириться с тем, что он никогда не узнает всего. Да и надо ли знать? В какой-то момент Николай ощутил внутреннее спокойствие, которое не могли подорвать новые сведения о заговорщиках. Тогда пришло решение – следствие прекратить, а секретное дело производства, которое касалось членов императорской семьи и виднейших сановников, уничтожить и навсегда о нем забыть. На столе у императора лежала тетрадь с записями всех злоупотреблений, о которых декабристы рассказали на следствии. Не принимая методов своих противников, Николай понимал, для их бунта имелись серьезные причины. В такой ситуации было ясно, что террор ничего не даст. Вместо этого пора было что-то менять в самом устройстве империи. Перед глазами Николая уже стоял план громадных преобразований, которые ему предстоит совершить на протяжении своего царствования. В скором времени начнется подготовка законов, позволивших впоследствии отменить крепостное право. Затем постепенное освобождение государственных и помещичьих крестьян, реформа армии, погрязшей в нарушениях дисциплины, открытие сотен и тысяч школ, вузов и технических училищ,
Предстояло начать строительство железных и новых шоссейных дорог, которых в России всегда не хватало. Наконец, российская промышленность впервые сможет полностью обеспечить нужды страны. Закрыв дело декабристов, молодой государь свободно вздохнул и расправил плечи. Все было кончено.